Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Для сегодняшней работы подобрала ткани, они сочетаются между собой. И, кстати, я в корне не согласна с тем, что когда говорят, что советские ткани плохого качества. Вот эту ткань я покупала, когда мы жили в Самарканде. В Средней Азии – это территории, где выращивают хлопок. Вот ткань очень плотная, она не линяет, и я не думаю, что она по качеству уступает американскому хлопку или корейскому. И в то время можно было купить ткани любого качества. Не знаю, мы называли его ситец. Ситец, он тоже, в общем, бывает разный, и тонкий, и вот такой вот плотный. Да, кстати, девочки, напишите, пожалуйста, из каких регионов вы меня смотрите. Ведь Советский Союз был такой большой. Мне интересно. И этот отрезок я замачивала, чтобы ткань дала усадку. А это у меня сатин, тоже советский, и он не линяет. А вот это я распорола платье, которое не носилось. Изделие, которое буду шить, небольшое, но очень нужное, особенно в поездках, и это будет органайзер для рукодельниц. Основная деталь размером 21,5 на 17, еще одна деталь 9,5 на 17, 7 на 17, 10 на 9,5, 13,5 на 9,5 и совсем маленькая деталь 9,5 и по высоте 5. Ну вот так я их разложу, чтобы было понятно. По каждой выкройке вырезала из ткани по 2 детали. В основную деталь сделала прокладку из плотного синтетического наполнителя. В мелкие детали вложила синтепон и прогладила горячим утюгом. Синтепон сплющился и стал вот таким тонким и упругим. Вот, то есть вот он был такой толстенький, и вот такой вот он становится после обработки горячим утюгом. В этих деталях нижняя сторона из ненужной ткани, это не будет видно, поэтому я решила использовать то, что мне не нужно. Детали вырезала немножко больше, чем выкройка, для того, чтобы можно было осноровить, чтобы все было четко по размерам. И вот эти детали с закругленными уголками я их простегала. И вот они такие тонкие, но плотные и упругие. Самая маленькая деталь тоже из 2 слоев. Я ее прошила вот так вот по округленной части. И сейчас я ее выверну. И в вывернутую деталь я вложу вот такой толстенький наполнитель. И теперь я займусь основной деталью. Чтобы соединить все 3 слоя, я эту деталь простегаю. Мне захотелось оставить деталь мягкой, поэтому плотную стежку я не стала делать. Я проложила посередине близко друг к другу 3 строчки и по контуру обшила цветы. Да, и пришила вот бирочку. И затем я деталь осноровила и закруглила уголки. Мелкие детали я тоже осноровила, и меньшую деталь я закрыла бейкой по верхнему срезу. И сейчас вот эти 2 детали я соединю тоже косой бейкой по закругленному краю. И эти края у меня остаются открытыми. Бейку я взяла шириной 3,5 сантиметра. А вот с этими деталями я поступлю следующим образом. Меньшая деталь у меня также по верхнему срезу обработана бейкой. Я беру вот такую заутюженную полосочку, прикладываю посередине. Я вот здесь вместе с этой полоской также обработаю косой бейкой. Вот пришила бейку с полоской. Теперь под эту полоску я помещаю меньшую деталь и все вместе
Накладываю на основную деталь, выравниваю срезы. Скалываю, чтобы это все не смещалось. И по краю вот этой полоски с двух сторон я делаю строчку закрепляющую. Вот я пришила. И вот так это должно выглядеть. Лишнее я срезаю. Также подрезаю уголки. И вот так выглядит вторая спаренная деталь. И ее мы прикладываем с другой стороны основной детали. Также я выравниваю срезы и закрепляю. Самую маленькую деталь, она у нас как подушечка, я прикладываю вот в этом месте. И тоже закрепляю. Этот уголок также надо подрезать. И осталось все изделие обшить косой бейкой. Эту бейку я выкроила пошире, она 4 сантиметра. И еще понадобится вот такая деталь. Это тесемка шириной 4 сантиметра и длиной 13 сантиметров, сложенная в 4 раза. Крепить мы ее будем к основному изделию. С лицевой стороны задняя половинка. Вот таким образом. Для того, чтобы она попала под косую бейку. Ну вот, что у меня получилось. Так, с внутренней стороны. И у меня нашлась вот такая пуговица. Она сюда идеально подходит по расцветке, но можно пришить и какую-нибудь нарядную. Пришила пуговицу. Посмотрим, что у нас внутри. Вот эта подушечка, она у нас для булавочек. Ее можно вот так вот сверху, а можно и вниз спрятать. Если она будет сверху, да и внизу. То есть она не даст возможности выпасть вот из этой закладки какой-то мелочи. Сюда можно поместить блокнотик. В этот кармашек можно положить любые ножнички. То есть он достаточно вместительный, этот карман. Здесь у меня, это мои вышивальные нитки здесь. То есть вот такие бобиночки можно вложить плоские. И еще 2 тоже достаточно глубоких вместительных кармашка. Здесь можно разместить ручку, если сюда пришить петельку. Я ее не стала пришивать, но если мне понадобится, я могу в любое время это сделать. То есть это будет вот так. И вот такой органайзер, он мне нравится, давно мечтала о таком. Он получился классный, такой уютный, мягкий. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Жмите на колокольчик, вы будете получать уведомления о моих работах. А также делитесь в соцсетях со своими друзьями и знакомыми. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.